Всем привет! Автомобильные запчасти за последние 2 месяца подорожали на 40%. Сложности с поставками в Российскую Федерацию привели к существенному дефициту бамперов, стекол и фар, из-за чего цены порой вырастали в 6 раз относительно рекомендованных уровней. Поэтому правительство России уже выделило 30 миллиардов рублей на поддержку производства своих автокомпонентов. Но перед тем, как рассказать все подробности, прошу вас подписаться на канал и поставить лайк прямо сейчас. За это в конце с меня не смешной анекдот. Эксперты рынка предупреждают, что запасы комплектующих на складах тают, но тотального дефицита можно не опасаться. Ситуацию с доставкой запчастей сейчас стараются выпрямить Минпромторг, российские автопроизводители, представители зарубежных автомарок, дилерские сети и страховщики. Для поддержанных машин доступны неоригинальные кузовные запчасти. Проблемы с запчастями в основном на новые и уникальные машины. Также есть сложности с электронными блоками. Разрешение параллельного импорта запчастей пока ситуацию не улучшило. Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что на поддержку российской автокомпонентной отрасли выделили около 30 миллиардов рублей. Мы активные усилия предпринимаем в динамике воспроизводства необходимых автокомпонентов. В частности, 30 миллиардов рублей сейчас брошено для того, чтобы динамично воспроизводить необходимые автокомпоненты, сказал он. Вице-премьер отметил, что мера по выпуску в стране автомобилей с низким экологическим классом Евро-0 временная. Власти рассчитывают, что выпуск таких машин обеспечит загрузку предприятий. В этом году Минпромторг совместно с Фондом развития промышленности запустила программу «Автокомпоненты», в рамках которой российские производители могут получать льготные займы по ставке 1% годовых под проекты по созданию серийных производств узлов и агрегатов для колесных транспортных средств и специализированной техники. Причем, если компания сможет реализовать представленный ею проект, половину этого займа ей спишут. В ведомстве уверены, что подобные решения дадут дополнительный импульс и станут мотивацией для автокомпонентщиков приходить и развивать это направление. Параллельно продолжается работа по альтернативным каналам поставок запчастей в Россию. Сейчас основной поток деталей идет из Китая, в меньшей степени из Турции и Объединенных Арабских Эмиратов. Основные сложности наблюдаются у европейских брендов. Альтернативные запчасти, поступающие из Китая и Турции, производятся на заводах в этих странах. Эмираты выступают консолидатором запасов деталей, произведенных как в Европе, так и в Японии. В итоге логистика занимает больше времени, но тотального дефицита запчастей можно не бояться. Ну и обещанная мною шутка юмора. Кризис – это когда ты ждал, что вот-вот начнешь жить хорошо, а потом понял, что хорошо ты жил раньше. А на этом все. Буду держать вас в курсе всех событий. Очень интересно узнать ваше мнение по этому поводу. Хватит ли 30 миллиардов рублей нашим компаниям? Давайте пообщаемся и подискутируем. И не забудьте за мою работу поставить свой царский лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик. И самое главное, помните, все наладится, я узнавал.